Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что ждете наши новые встречи с Юрием Дудкиным. Он на связи. Юрий Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте, Александр, рад вас видеть. Да, взаимно, хотя поводов для радости все меньше и меньше. А все диктует положение дел и как на фронте, и как это отражается в политике. О политике позже, но это тоже очень интересно, потому что, такие, да, сумасбродные заявления, решения. В общем, все обсудим, обговорим. Очередное совещание Зеленского. Он теперь по пятницам проводит совещания. Они, конечно, с разной степенью потужности получаются, но тем не менее. Я хотел бы с вами начать с ситуации на передовой. Значит, я немного даже опешил, насколько за эту неделю, а все длится где-то неделя остроты, тяжелейшей остроты вокруг Покровска, вокруг Мирнограда, вот примерно в этих числах, там несколько дней. Как переродилась вообще информационная составляющая и обеспечение поля боя? Украинская сторона уже дошла, кроме, понятно, что никакого окружения нет, ничего нет, в общем, все это традиционно, не меняется. Это даже не интересно обсуждать. Интересно обсуждать именно динамику, потому что выходит нечто странное. Это какой-то экс-командир батальона спецназа «Штурм» Юрий Микуляк. Он ветеран морской пехоты, так сказать, увесистый гражданин. И говорит, что россияне переодеваются в бабок-ежек, старых мужиков, разных клоунов, малыми группами пытаются проникнуть на территорию Покровска. Им такие же переодетые в бабушек подносить сумки с боеприпасами пытаются. Слушайте, понятно, что он глубоко в тылу, да, он там говорит: дайте мне 60 тысяч войск и не трогайте, я буду пить кофе в Феодосии. Но вообще вот адекватность, по-моему, утеряна. Но в этом его спиче про бабок-ежек, про малые группы, о том, что, как Зеленский вчера говорит, 314 человек в Покровске, в этом всем я вижу очень страшную вещь. Недавно и до сих пор, вот с начала недели, да, люди помнят и обсуждают вот это уничтожение дронами чьими-то мирных жителей, которые шли с белым флагом. Послушайте, вот это заявление этого товарища вообще не впопад. И кажется, что, переходя все рамки приличия общечеловеческого, мы находимся в некой информационной агонии. Ни власть украинская, ни украинские алломы, они не знают, что делать с Покровском. Что думаете вы? Почему так происходит? И самый, наверное, важный вопрос, так а что происходит на самом деле? Происходит это потому, что на воре шапка горит, Александр. Вы так осторожненько сказали, чьи-то дроны, да, убивают гражданских лиц. Это что, первый раз, что ли? Я больше чем уверен, что это были украинские дроны. Я абсолютно в этом уверен. Поэтому вы можете оставаться, так сказать, при своем мнении, это ваше право. Но это очень похоже на почерк ВСУ. Очень похоже. Разве мы не знаем то, что еще творилось в 2014 году под Донецком, под Луганском, под Донецким аэропортом, когда гражданские машины, которые пытались прорваться сквозь блокпосты украинские, их расстреливали. Это есть прямые видеодоказательства. К чему этот стыд, скажем так, лишний? Коль уж вы бьете по гражданским, так говорите, что никто оттуда не выйдет из этого Красноармейска, Димитрова и Купянска. Никто из гражданских не выйдет. Вы же уже идите до конца, как говорится, ребята. На слова Зеленского я вообще внимания не обращаю. То, что он там будет проводить хоть 2 раза в день эти совещания, это положение дел его не спасет. Он уже заговорился до того, что вышеперечисленные мною города вообще не имеют стратегического значения. Мы их, даже если потеряем, говорит, ничего не поменяется. Ради бога, поменяйте. Следующими будут Краматорск и Славянск. Тоже не имеют стратегического значения. И потом вся уже Донецкая область по украинским, так сказать, законам будет под Российской Федерацией.
Там осталось-то уже пятачок маленький. Вот. Поэтому все эти разговоры, да, с украинской стороны, они настолько смехотворны. Хотя, конечно, в таком случае, когда старуха крестится, стоит, и ее дронами добивают, понимаете, ну, я не знаю, это там мы в советское время смотрели, конечно, фильмы о фашистах, что они вытворяли на оккупированных территориях Украины, Белоруссии, но это, по-моему, даже хуже, чем фашизм. Я не могу даже себе в страшном сне, не мог бы себе представить, что украинская власть, неважно какая она, под какими она знаменами, кто ее спонсоры и так далее и тому подобное, но то, что украинская власть против своего собственного народа будет вести войну на истребление, власть, которую избрали когда-то, сейчас она уже не власть, это уже самозванцы. Всевозможные Гришки Отрепьевы и так далее и тому подобное. Ну, кто знает историю, тот знает, кто такой Гришка Отрепьев. Поэтому о чем здесь можно еще дискутировать, говорить? Вот. Я абсолютно убежден в том, что это еще далеко не конец. Подождите, вот сейчас сегодня передают различные источники. Я сейчас, вы знаете, больше читаю, Александр, не украинские медиа, не российские. Я читаю западные медиа. На фоне тех двух мешков, котлов, как хотите называйте, которые сегодня образовались, и где в окружении находятся тысячи украинских солдат, которых своевременно не вывели. Даже уже Залужный этот, сидя в Лондоне, начинает критиковать Сырского, что он, мол, бездарный, и, так сказать, надо было ранее выводить. Чего ж ты не выводил, дорогой мой товарищ, когда был главкомом? Вот меня это поражает. Вот с позиции сегодняшнего дня они все такие умные, все такие стратегически образованные. Да, так я говорю, что это еще далеко не конец. Вот. Мы еще будем подобных случаев, да, наблюдать немало, когда просто даже без суда можно назвать то, что вытворяют с украинской стороны, да, военные. Это военные преступления. Убийство гражданских людей. А раз мы в Курском приграничье, об этом тоже иностранцы говорят. Я все продолжаю эту же тему, что я читаю только иностранные СМИ. Понятное дело, что они ранее говорят одно, а потом, когда уже действительно проверяют информацию и убеждаются, что таки да, есть окружение, есть бездарное командование. Немцы особенно как-то к этому рьяно относятся с точки зрения, наверное, тех уроков, о которых они знают из истории вермахта, когда тоже необходимо было наступать, а Гитлер в 1943 году принял на себя всю полноту командования, отстранив даже от планирования многих операций генеральный штаб вермахта. Так здесь кто берет на себя эту ответственность? Непонятно. Залужный ли, Сырский, Зеленский, Ермак. Кто берет на себя всю полноту ответственности за гибель украинских граждан? Массовую гибель. Массовую. И гражданских, и военных. Нет ответственных вообще. Нет крайнего. Понимаете? И вот те же, еще раз говорю, иностранцы, да, особенно я отдаю должное немецким журналистам. Ну, как отдаю должное? Наконец-то повернулись хоть каким-то боком к правде. Я бы так назвал. Не до конца, конечно, потому что они всецело поддерживают Украину и до сих пор. Этот нацистский режим. Но каким-то боком они, поворачиваясь к правде, говорят, что это и Рёбке, и Шварцкопф, что города обречены, украинские города, Красноармейск, Димитров и Купянск, они обречены. Рёбке говорит, следующие будут взяты Славянск и Краматорск.
Это они сами говорят, это не украинцы говорят, и не россияне. А россияне, между прочим, сегодня в Димитрове взяли 19 домов, ну, со вчерашнего дня, конечно. Плюс в Красноармейске, по-моему, нет, в Купянске, взяли целую улицу имени Леси Украинки. Так символично, я вам скажу. Кругом одни символы. Как посмотришь, да, вот я говорю, ну, символизм везде просто сквозит. Причем печальный символизм. Поэтому, сравнивая украинских солдат, которые бегут в плен к русским, они не идут, они не просто там сдаются там ползком на четвереньках, они стараются бежать в плен к россиянам из этого котла. И когда сравниваешь их, всех военных украинских, одних с другими, я имею в виду тех, которых награждал Зеленский недавно, 5 дней назад, с нацистскими шеврончиками, вот здесь вот, эсэсовскими, не просто нацистскими, эсэсовскими, 2 молниями, лигатура СС, осужденная, кстати, организация Нюрнбергским трибуналом в 1946 году. И тех, кто сегодня находится в российском плену, страшные люди, изголодавшиеся в прямом смысле этого слова. Те награждающиеся, холеные, в новой форме, упитанные такие, да, и эти старики, там, по 50 лет им, которые сдаются в плен, там нет ни одного молодого солдата. Там все, ну, может, чуть моложе меня. Это 2, как говорят в Одессе, большие разницы. Вот вам вся правда. Там даже не надо какие-то падлики эти или паблики, как их там называют, украинские, рассматривать, принимать, не принимать. Просто смотришь в кадр в один и в кадр другой. Как эти несчастные украинские солдаты говорят, да нас бросило командование. Причем все на перебой в разных местах. Что под Купянском, сдающиеся в плен, что под Димитровым и Красноармейском. Нас бросило командование. Это дежурная фраза украинских военных, сдавшихся в плен. Это вообще как? Ну, то есть, это вообще-то расстрельное дело. Командир, оставляющий поле боя, но расстрельные дела только у самих рядовых украинских солдат. Им стреляют в спину, их добивают дронами, бегущих в плен к россиянам. Но офицерам, оказывается, нормально, можно покинуть поле боя, уйти. Это сплошь и рядом. Это не случайно уже. Это не единичные случаи. Печальная вещь, конечно, и вы, как говорится, задали тон нашему сегодняшнему разговору, назвав, что день не совсем хороший. А плюс ко всему еще, конечно, я по-своему взволнован тем, что опять сегодня был нанесен комбинированный ракетно-дроновый удар по энергоструктуре Украины. Ну, Речь в Верховной Раде, есть там еще, говорится, они, говорится, хоть и не наши, но соображают, что может произойти зимой, если морозы хотя бы ударят -5, -10. Как начнут лопаться трубы в теплотрассах. Так говорят, что, слушайте, надо же подумать о том, куда переселять народ. А это не 1000, не 2. Ну, Люди, по если поводу... просто начнут замерзать в домах, дети, их надо куда-то переселять. Куда-то, я не знаю, они даже не знают, куда. Потому что в этих бетонных клетухах люди не выживут. Ну, смотрите, там же как, Зеленский выпишет по 1000 гривен и, собственно, выживут, всех поддержат. Да, Малоимущим по 6000 гривен. Ну, это все как бы активно сейчас обсуждается. Причем так интересно, что вы говорите, есть в Верховной Раде
Ну вот оппозиционер Юрий Павленко был при партии регионом, министром был по семье И молодежи. у Ющенко он был, И у везде Ющенко, он был. то есть, ну, Да. он говорит, слушайте, так отлично, семьям тяжело. Пускай вот сколько у нас скандалов про разворованный бюджет, про какие-то... А так хоть людям хоть что-то, хоть к 1000 гривен. Тут, конечно, он прав, людям хоть что-то. Но вопрос-то о равнозначности, о равноценности. Люди снимают эту 1000 гривен и ходят в магазин и смотрят, что на нее можно купить. Там 5 шоколадок, да, ну вот такие какие-то, скажем так, обычные вещи. Вернемся все-таки к полю боя и к положению дел в армии. Игорь Луценко есть такой. Да. Он говорит о том, что каждые 2 минуты один солдат покидает поле боя. Он приводит цифру рекордную за октябрь месяц, 21 тысяча с лишним СЗЧ. Это дела по дезертирству и самовольному оставлению части. Зеленский вчера на совещании выдает интересную цифру. Рекорд в Украине – 25 тысяч убитых российских солдат за октябрь. Внимание, только дронами. Плюс еще 2-3 тысячи – это каким-то другим оружием. Цифры красивые. От Зеленского мы всегда слышим красивые цифры. Но как одно с другим соотнести? Ведь получается, что в месяц набирается до 30. Сейчас там, говорят, упало до 25 или еще ниже. Ну вот в месяц набирается, отлавливается, бусифицируется. Или люди сами идут. По-разному же бывает, да? Хотя видео с бусификацией, конечно, поражают своими масштабами и таким изуверством. Значит, получается ровно столько, сколько набрали... может, чуть-чуть, в общем, сбежали все, да, за 1 месяц. Это вот по статистике Игоря Луценко. Он, конечно, призывает, опираясь на эту статистику, грести еще больше. То есть набирать еще больше, в общем-то... Сам он не хочет туда пойти? Не, он же вроде какой-то военнослужащий. Какой мы не понимаем, но какой-то. Вот именно. И вроде как и стимул для этого есть. Шмыгаль, а это министр обороны, теперь я напомню, представил новые контракты. Говорит, мы сейчас думаем, 50-60 тысяч гривен зарплата для всех военнослужащих, но ты должен контракт подписать. Год минимум, а там 2-3, если там больше 2 лет, или 2 года, то ты там, когда отслужишь 2 года, годик можешь дома побыть. Ну и плюс зарплата хорошая, выплаты какие-то. И это будет, внимание, для вот этих солдат, которые уже сейчас в армии, набранные совершенно по-разному. Ну и львиная доля, конечно, бусифицирована. Это для них будет как бы стимул. Вот ты пришел, воюешь, подпиши контракт еще на год, минимум 2, 3, 5, 10, и денег дадут. Как вам такое предложение от руководства? И что вы думаете по поводу этих статистических несоответствий октября? Луценко можно верить, можно не верить. Я тоже обратил его внимание, свое, вернее, внимание на его эту фразу о 2 минутах и 1 бойце. В это трудно поверить, потому что эта цифра получается гигантская. Это далеко даже не 400, не 500 тысяч СЗЧ. А даже если предположить, что один боец убегает самовольно оставляет в позицию хотя бы в течение часа, это уже катастрофа. Понимаете? То есть, тут дальше комментировать даже не хочется. Потому как Шмыгаль, который находится сейчас на посту министра обороны, да, очень далекий человек от армии, от военного строительства. Я уже не говорю там о каком-то стратегическом военном мышлении, да, и планировании каких-то военных операций. Абсолютная функция такая, знаете, это не оскорбление, это в прямом смысле административная функция, не более того. Он ничего собой не представляет, а является всего лишь навсего вот этим кивальщиком для Зеленского. Что бы тот ни сказал, он все будет поддерживать, он не будет сопротивляться. Там даже в свое время Залужный, да, пытался возражать Зеленскому, да,
за что, как говорится, и поплатился. Его послали в послы. Вот. А Шмыгаль нет. Он и премьер-министром высидел, очень долго, кстати, высидел. Ну, сколько, 4 года, да, если не больше. Вот. И высадит еще и министром обороны, поскольку боевые действия будут продолжаться долго. Вот эта вся его идея, да, это называется очень простым русским выражением. Не мытьем, так катанием. Вот они, заманивая, значит, людей вот этими ковришками, этими денежными, так сказать, поощрениями, не понимают одного, что люди не поведутся на это. Украинский народ, граждане Украины на это не поведутся. Потому что жизнь, она не стоит каких бы ни было денег, особенно обещанных нынешней украинской властью. А они могут обещать все, что угодно. Плюс ко всему, я бы посоветовал господину Шмыгалю, поскольку это его вотчина и прямая ответственность, обратить внимание, как питаются украинские солдаты, на их способ доживания в этих окопах, в этих блиндажах. Они доживают там. Если не погибают от российских обстрелов, да, которые всегда почему-то точечные. Вот. Россияне перестали бить по площадям. Они выявляют, поскольку нет сплошной линии обороны, а есть отдельные укрепрайоны, отдельные укреппозиции. Выявляя вот эти укрепрайоны, укреппозиции, накрывают их артиллерией, РСЗО. Вот, очень эффективно действует сейчас. Почему-то об этом раньше мало говорилось, а сейчас вошли в моду у россиян, поскольку это очень эффективно, термобарические системы залпового огня. Вот. Когда выгорает не только кислород, но и все живое, и металл в том числе, на определенной площади, несколько километров в радиусе. Вот об этом бы знать Шмыгалю, да, и стараться нацеливать Сырского на то, чтобы он думал головой, а не седалищным местом, сохраняя свою должность и высокую зарплату. Вот об этом надо думать. Настоящему полководцу, если он таковым себя считает. Ну, у нас же там министры-хозяйственники, и не полководцы. У Сырского вообще личная драма. Там пишут журналисты российские, что его отец при смерти уже не узнает лежачий, не узнает ближних, лежачий. Приехал брат Сырского, да, еще один сын, в общем, прощаться и как бы дохаживать, да, выхаживать. Там дают очень короткие сроки, там пару месяцев буквально на паллиативную помощь его отправили домой, то есть снимают боли. Рак мозга, Альцгеймера, в общем, там полный букет, 80 с лишним лет, 86, кажется. В общем, тяжелая история. И ужас этой войны заключается и в том, что, ну, вот так уходит отец, а сын не может никаким образом ему посадить, ну, как бы, с ним даже попрощаться. По идее, конечно, это бумеранг такой очень жесткой кармы, потому что ну, с 2014 года, как вы вспоминали это время, у многих семьи развалились и разваливаются сейчас. Кто-то в России, кто-то в Украине, кто-то в Европе, кто-то на фронте, а кто-то жены уехали, разводятся онлайн. В общем, трагедий очень много такого рода, и поэтому как бы Сырский, ну, скажем, это вряд ли так удивительно. Но тут возникает другой момент. После Покровска к каким последствиям может привести вот этот вот дух упадничества в вооруженных силах Украины, то есть в ВСУ? Одни говорят, вот сейчас, например, Безуглая говорит, что будут бросаться туда, в сторону силы, все усилия России, бросаться в сторону Запорожья. Ну, короче,
Днепропетровское направление, Рёбки тот же вышеупомянутый пишет, что будут окружать Гуляйполе, а вот, собственно, Покровск и будет вот этой точкой, где идет Молотиловка. Все силы, резервы и внимание сюда, а в это время будет некий главный удар. Стратегически, как вы оцениваете такие размышления? Российские войска не перебрасывают те или иные подразделения с одного участка фронта на другой. А участок фронта приблизительно в 2000 километров протяженностью. Поэтому все это досужие вымыслы. С освобождением, как говорят россияне, Красноармейска, Димитрова и Купянска, все войска будут заниматься своими поставленными задачами. И никто никуда не... В Запорожье есть свой контингент. Это южное направление российских войск. Там есть свое командование, которое неоднократно собирается у верховного главнокомандующего. Вот, получает свои конкретные задачи. То есть никакого, так сказать, шарахания из стороны в сторону я не вижу и не предвидится даже. Вот. И вряд ли россияне будут подобными вещами заниматься. Российская армия мотивирована, это самое главное. Вот. В российской армии существуют политработники. Там идет очень активно, скажем так, и ну, это не обработка, а опека, я бы так сказал, верующих военнослужащих, причем различных конфессий. Вот это меня поражает просто. Как российское командование, руководство России очень тонко уловило эту вещь, что ведь в российской армии воюют солдаты различных вероисповеданий. Там есть и муллы, там есть и священники православные, там есть и раввины, что самое интересное, которые, конечно, не без оружия, но они носят полевую форму, да, и ведут свою просветительскую работу. Вот это меня больше всего удивляет и приятно поражает, что люди мотивированы, они прекрасно обеспечены. То есть я не вижу никаких трудностей для российских войск идти дальше вперед. Да, следующий после Донецка будет Запорожье, Харьков, Днепропетровск. Вот. Все эти направления, они открыты. Никто их не закрывает, даже не заикается об этом. Я вспоминаю преснопамятные времена, да, когда готовили встречу Путина и Трампа в Анкоридже. Какая была паника! Ну, все. Причем паника была не только на Украине, не только на Украине, на Банковой, но и в Европе. Как же так? Что же делать? Надо что-то делать с Трампом, надо его перевоспитывать и так далее и тому подобное. Не понимают они или делают вид, что не понимают, что Трампом управляет внутреннее государство. Вот. А Украиной управляет Трамп. Украиной управляет Трамп. И на сегодняшний день, если вы заметили, конечно, Трампу уже как-то фиолетово, что творится на фронтах Украины. Он, значит, нам рассказывал о количествах убитых в неделю там. Это, кстати, очень показательно. Да, это такое наблюдение. Сейчас ему абсолютно фиолетово. Он как-то, знаете, так в масштабе всея Руси говорит о том, что, или в масштабе всея США, что вот да, вот и с Си Цзиньпином у него этот разговор был, что надо влиять на Путина, чтобы тот начал переговоры. Вот. Уже не идет о каких-то жертвах речи даже. Британцы тут развернули бурную деятельность, готовят свою армию, которая насчитывает на сегодня где-то около 80 тысяч всего лишь людей. Вот. И что самое интересное, я вам скажу, ввели недавно в серию производства военного новый БТР, не помню сейчас его название, но это не важно, который на 8 лет
это так иностранные специалисты, кстати, военные прикинули, отстает от тех современных требований поля боя, на котором, так сказать, должна воевать современная техника. То есть не только британцы отстают в военном производстве и в научно-техническом, так сказать, своем развитии, но и в целом армию. Серьезно говорит об этом и немецкий канцлер, что Бундесвер надо укреплять, что Бундесвер должна быть самостоятельная военная единица в Европе, даже вне подчинения НАТО. Даже такие мысли высказываются. А Трамп как бы говорит, он принимая, например, Орбана, да, премьер-министра Венгрии, вот, он снял, например, с него все санкции за ту атомную станцию Пашт, которая строится в Венгрии Российской Федерацией. Вот. И санкции эти накладывал Байден, а Трамп, значит, в отместку, да, взял и снял эти санкции. Ну и плюс ко всему, да, они здорово очень поиздевались на этой встрече над Украиной. То есть, как бы полюс внимания для Зеленского, он несколько уже смещается. То есть, он не в центре внимания. А Зеленскому это только просто вот, как говорится, камень в ботинке. Вот подобные вещи. Он привык только быть в центре внимания. Значит, если о нем не говорят день, где-нибудь, неважно где, хоть на Мадагаскаре, вот, для него это трагедия. Вот он пытается выделиться всем чем угодно, объявляет какие-то цифры непонятные, даже собственным журналистам непонятные, которые бывают на фронте, да, являются военными корреспондентами украинскими. Они в шоке, откуда он черпает эту информацию, кто ему ее дает. Шмыгаль, Ермак, не знаю кто. Вот. И для него главное быть в центре внимания. Это, значит, скажем так, отображает его власть. Вот если о нем не говорят, он считает, что он власть эту теряет. Вот. А когда идут деньги потоком, это тем более для него приятно. Потому как, например, Польша, да, вчера я, когда услышал эту цифру, меня она даже поразила несколько. Польша за время боевых действий на Украине с 22 года вложила в украинскую обороноспособность 30 миллиардов евро. Это Польша даже вложила. Что уж говорить там о Германии, Великобритании, США. Нет, ну суммы, конечно, огромные. Вот это вот, если так... А куда они деваются? Вот главный вопрос, на который никто не может ответить. Куда деваются эти миллиарды? Вот где они? Где этот аудит американский? Ну, о котором они... Вы говорите, управляет Трамп. Получается, что не совсем управляет? Конечно, конечно. Я ж поэтому и задаю этот риторический вопрос. Получается... Что внутреннему государству, которое получало, кстати, за счет Украины, будем говорить так, жаргоном, на лапу, это неинтересно, эти аудиты все и информация о том, куда делись эти миллиарды. Они еще напечатают. Хотя находится уже 38-й день в шатдауне, но печатный станок работает без перерыва. Понимаете, тут в чем вопрос? Вот по поводу Орбана. Ведь тут же проявляется очень интересная картина. И я вот не устаю как бы подмечать, что на этом совещании со Шмыгалем, вот с этими контрактами, с Гнатовым, который говорит, Зеленский говорит, в общем, сейчас я не буду... Ну, ему, видимо, сказали, не надо открывать лишний раз рот, потому что на прошлом совещании неделю назад он говорил, что под Покровском 170 тысяч военных российских, а в городе 300. Но это
это не бьется. То есть это нереально. Это даже любой гражданский человек, он все... Дебет с кредитом никак не могут свести. То есть, и, видимо, ему сказали, не говори, там пускай военные говорят. Ну, а военные что говорят? Говорят, приказ, все, выполним. Сказать ничего не можем. Почему? Потому что военная тайна. Ну, вот так и поговорили. Хотя спрашивается главный вопрос, это у меня, наверное, может, профдеформация моя какая-то, как журналиста. А на кой вы тогда это все собирали? То есть Шмыгаль не может показать программу контрактов. Они ничего не сказали. По полю боя Купянск продвинулись на километр куда-то, где-то, как-то. Карта Deep State, которая очень лояльно сейчас подает информацию, они объективные, конечно, аналитики, но очень лояльно. Даже серую зону не закрашивают уже там, где она есть, и это уже замечают все, потому что видят, что ага, даже не по сводкам Минобороны, даже если не верить сводкам Минобороны, по сообщениям украинских военных, что там уже бои, там бои, там бои, оттуда надо уходить. Не, никто ничего не закрашивает. Ну хорошо. Даже по этим картам нет продвижения. И он так пробежался. Тут Волчанск, тут Купянск, тут Северск. Они там идут с техникой, технику уничтожают. Всех победили, всем, скажем так, дали сестрам по серьгам. Получается очень неприглядная картина. Зеленский говорит, что мы костьми ляжем, нефть не пустим. Да? Нефть не пустим. А тут ему Трамп с Орбаном говорят, вот санкции сняли. А мы не пустим. Нам выкручивают руки, говорит, не пустим. Никакой конкретики, никаких посылов. Шмыгаль ни о чем. Зеленский ни о чем. Я просто... Не потому, что я там критикан и критикую, там, пытаюсь как-то, а потому что мы же из этих брифингов, которые публичны, мы все понимают, что они публичные, мы же пытаемся собрать какую-то информацию, чтобы что-то проанализировать. А, видимо, анализировать это вредно. Что думаете по этому поводу? И, а как дальше? Как дальше можно вообще верить в то, что происходит? И от слова «как дальше можно верить» проистекает другой вопрос. Так а за что? За что тогда гибнуть? Вы знаете, ведь на информационном пространстве украинском работают разные журналисты. Есть действительно... Люди образованные, надо сказать правду, образованные, интеллектуальные. Вот. И этой категории журналистов, как я уже заметил, причем давно уже заметил, настолько трудно сегодня работать, настолько трудно проводить вот эти брифинги с Зеленским, где просто крыша едет от того, насколько несуразны его утверждения, а они должны это обществу ретранслировать. Есть другая категория журналистов, да, абсолютно отбитые. Ну, такое впечатление, что они только вот где-то со второго курса вуза вышли в эфир и начинают что-то там говорить. Я периодически просматриваю тоже вот эти марафоны телевизионные. Я смею утверждать, что такие существуют журналисты. Вот. Порядком надоели уже, причем мне говорят уже из самой Украины, что когда видят эти некоторые примелькавшиеся физиономии, просто переключают телевизор на что-нибудь другое. Да, так вот о том, что я понимаю так, что подтекст вашего вопроса был... На что нацелено информационное пространство Украины? Я так понимаю, да? Нет, какой-то выход из этого. Смотрите, информации не дают, ее нет. Все заменено лозунгами. Критически подойти не к чему. Вот опять-таки анализируем совещание. Не к чему критически подойти. Все хорошо, окружения нет, все хорошо, все отлично. Да. И анализировать нечего. А если нечего анализировать, значит, все мы просто забыли, что люди гибнут. Вот в Днепре погиб человек, залетел дрон. А он мог бы не погибнуть, если бы конкретно
Договорились об этом в Будапеште, конкретно договорились договариваться, приостановили огонь на время договоренностей можно, если эти договоренности все стороны понимают, что приведут к каким-то целям позитивным для завершения, можно договариваться обо всем на свете, но этого не делают. Ну, договариваться действительно можно. И договаривались когда-то, когда обе стороны при европейских посредниках положительно кивали друг другу, подписывали бумажки, ну и так далее. Сейчас вы абсолютно правы, что, как говорил Райкин, Аркадий Райкин, приходится играть в дурочку для украинской власти. Почему? Но деньги идут, Александр. Деньги-то не кончаются пока что. Они идут. Поэтому, раз деньги идут, значит, надо вешать лапшу на уши украинским гражданам. Вот. Либо ахинею молоть какую-то, либо вообще уходить от вопроса. Вот вы заметили по Шмыгалю, да, что программу-то вынес, да, на, так сказать, всеобщее обозрение, на всеобщее услышание, а ее-то фактически действительно нет. И так было не только здесь со Шмыгалем, так было и в украинской экономике. Мы сейчас, я не хочу, просто я не готов, как Шмыгаль, вот сразу выдавать на гора, так сказать, те перлы, которые были в кабинете министров, когда он был премьер-министром. Там тоже, столько было прожектов, ни один не завершен. Ни один. Особенно по бомбоубежищам. Целый кабинет министров занимался этим вопросом. Еще в середине 2022 года. И они выделяли деньги, правда, никуда не понятно. Причем такие суммы были там с 3 нулями. Вот. Я вообще поражаюсь дальнейшему, так сказать, существованию вообще, за счет чего они пытаются еще удержаться. И какая перспектива украинской власти в том, что происходит. Ведь, как говорится, украинский народ, он терпелив, конечно, до какой-то степени. Вот. А на фоне всего того, что происходит, да, и опять же возвращаясь к украинским депутатам, которые, они же не только в Верховной Раде там бузят, некоторые из них, там со всей Верховной Рады 350 человек, может быть, дай бог, 5 трезво мыслят. Правда, с трибуны не пытаются говорить, потому как их под белые ручки могут и, так сказать, сопроводить кое-куда. Но среди людей, простых людей, они ведь тоже общаются. Они выезжают, вот как взять Безуглую эту, да? Вот. Она же ездит все-таки, хоть и не на первую линию, на позиции среди украинских солдат. Они же и задают вопросы какие-то, да? И она с ними беседует. Я думаю, что вряд ли она кривит душой, говоря о том, как, так сказать, базарят эти украинские политики, что все хорошо. Она не говорит там с украинскими солдатами, что все хорошо. Я уверен в этом. Хотя я не ее сторонник далеко, и она мне не сестра, не жена и не любовница. Но надо отдать должное, что иногда она вообще является критиком украинского командования военного, самым основным. И даже в Верховной Раде она выносит некоторые вопросы, да, которые, ну, скажем, заставляют задуматься некоторых. А именно в контексте того, а что дальше? Ну вот вы оставите эти города, которые Зеленский называет малозначимыми в стратегии украинской армии. Ну а что дальше? Ну хорошо, пойдет Славянск, Краматорск. Вы заговорили о моральном духе. Его нет. Ну давайте говорить правду, в конце концов. Чего уж там. Моральный дух у нацистов из Азова только существует. Они в 3 раза больше наличными получают зарплату, чем украинские рядовые военнослужащие. В 3 раза больше. Вот. И на передовой они
скажем, условно находятся в заградотрядах. Нигде я не слышал за все эти годы, 3,5 года, что Азов или там другое нацистское какое-то подразделение, даже не хочу называть их больше никак, они сейчас все под именами, под номерами, вернее, имена они убирают. Вот, там 3-я бригада, еще какая-то бригада там. Вот. Ну, это те же самые нацистские подразделения. Я не слышал за все эти годы, чтобы они провели какую-то успешную операцию. Хотя бы в каком-то селе, населенном пункте. Я не слышал ни разу. Ни от украинских военных, ни тем более от журналистов украинских. Вот просто где-то идет такой, знаете, фон. Все добре, все гаразд. Вот. Ну, в последнее время, правда, говорят, что тяжело очень украинским военным. Вот это все, что, чем ограничиваются украинские журналисты. Важко, они говорят, тяжело. Ну так, чтобы было легче, надо гнать еще больше людей на фронт. Ведь Ну да, конечно. Конечно. такой нарратив сейчас власть Да. проводит. Да. Но гнать, это что же такое понятие, знаете? Надо уметь гнать. Если уж гнать, то надо хорошо врать, убедительно врать. Вот. Есть же хорошие учителя по этому поводу из истории. Но они же историю не знают ни хрена. Они даже тот печальный опыт, который был в странах Европы, да, в 30-е, 40-е годы, по тому, как гнать или привлекать, там такое было выражение, в ряды армии и флота своих граждан, они же не изучают. Они тупо, значит, ударились в то, что вот есть стадо баранов, есть некий скот, вот его нужно загнать, как вы правильно отметили. Гнать их надо в эту армию. Под любым предлогом. Ну, скорее всего, силой. Силой оружия даже. Вот те же нацисты, да, которые находятся в заградотрядах украинских, они же уже говорят, да, мы вам поможем, ТЦКшникам говорят. Мы скоро вам поможем. А каким образом? А мы, говорят, просто будем расстреливать на месте тех сопротивляющихся. Вот вам Конституция Украины. Даже в военный период времени Конституция предусматривает, в каких правах могут быть ограничены украинские граждане. Хотя Конституция эта писалась далеко не в военное время. Но тогда предусмотрели даже такой момент. Момент военного положения, чрезвычайного положения. Вот. Но это для украинской власти этого не существует. Тут на днях вот этот омбудсмен языковой, да, объявила, что по Днепропетровску, Днепру, как они говорят, вводятся 100% ограничения на использование русскоязычного контента. Везде. То есть это не есть прямым противоречием 10 статье Конституции. То же самое и по правам человека, по правам украинских граждан. Статья 33, статья 64, которая оглашает эти права и в какой степени они могут быть ограничены. Для них это не имеет значения абсолютно. Вот как вы правильно выразились, гнать. Гнать как скот на убой. Вот задача украинской власти. И будут гнать. Причем интересно, знаете, что, ну, это, конечно, такой момент, что нам рассказывают, что это все ИПСО, что этого всего нет. Да. Ну, вот Винница, перепалка, народ сбежался прямо на проезжей части, сбил служебный автомобиль ТЦКшный человека. В общем, и никого, в общем, народ налетел, и вот там, в общем, по газам, и, ну, вот такой эпизод. Я уже жду, когда мы с вами говорим, может быть, позже зрители увидят, наверное, там официально ТЦК выйдет, скажет, вот, препятствовали мобилизации, такие нехорошие люди, там, или какой-нибудь протокол какой-то составят. То есть им можно все.
Они хватают человека, тут не успевает телефон достать, показать свой резерв плюс этот, что, смотрите, у меня все нормально. Ну, как бы, проверяешь документы, проверяй. Не, все сразу, раз, и в бус, и далее. А там дальше разберемся. Меня поражает еще, Саша, извините, я перебью вас. Меня поражает некоторые граждане, да, уже, так сказать, даже в пылу вот этого гнева, шока этого, когда их мужей, там, братьев пытаются силой затянуть в этот автобус, кричат: «Викликайте полицию!» Вы знаете, тут и смех, и грех. Тут даже уже смеяться же грешно. Потому что, ну, какая полиция? Полиция и является главным бусификатором сегодня на службе у ТЦК. А люди по-прежнему, по инерции, думают, что полиция их может защитить. И вопрошают, вопят: «Выкликайте полицию». Это ужас какой-то, вы понимаете? И вы знаете, нигилизм сплошной. И вы знаете, вот в этой связи возникают же, ну, определенные, ну, такие хотя бы какие-то понятийные вещи, да, определенные хотя бы вот понятийные. То есть давят, убивают, издеваются, но хотят как бы продлевать вот эту войну. А народ, получается, воевать не хочет, но сказать ничего не может. И народ, он в лишениях. Только вот сегодняшние новости, да, в Киеве на Шулявке стали трамваи, стало все, люди повыходили с вагонов, и вот это, помните, как в песне поется: «А я по шпалам, а я по шпалам». Речь идет о трамвае, речь идет о вот этом трамвае, который вокруг города, ну, то есть электричка имеется в виду. Света нет. Да? Сегодня какой-то сбой в системе пограничников, да, то есть и там что в Одессе, что на Западе говорят: ребята, ну там у бешеной очереди легла система, и они не могут выпускать, и там 300 машин, 30 автобусов не могут выехать. Те, кто может, не могут, потому что, ну, как бы клинит систему. Показали кадры с депо Гребинка, да, туда прилетели ночью дроны, туда, там был обстрел. Это в Чернигове, по-моему, да? Полтавская область. Крупная. Полтавская, крупное, да, железнодорожное депо. Да, и да, там очень длинные остановки, если кто ездил поездами там с востока в сторону Киева, там на запад и так далее. Поезда там задерживаются и так далее. Но мы вовсю говорим: 3000 километров тебе, украинец, вот тебе билет. Билет на поезд. На какой? До какой станции? 3000 километров, там 4 месяца, да, в начале года и в конце года. Да, вот когда мертвый сезон, вот можешь съездить. Или туда-обратно 2 раза, ну или там 4 раза как-то, бесплатный билет. Так не скоро не останется вот этих возможностей куда-то поехать. Саша, вы знаете, меня то же самое поражают эти вещи, но еще поражает другое. Вот я иногда просматриваю YouTube, да, подписан даже на некоторых украинцев, которые просто снимают украинские города. Не военные объекты, нет, а вот повседневную жизнь. Тех же киевлян, например, потому что у меня все-таки ностальгические нотки внутри присутствуют. Мне интересно посмотреть. А они снимают с завидной регулярностью, в ежедневном режиме, утром, вечером, как живут украинские граждане. Вот. Повседневная уличная жизнь. И я вам скажу честно, вы упомянули здесь о транспорте, да, транспортных, так сказать, локациях украинских. Меня поражает одна вещь. 30 лет украинский транспорт вообще не развивался. Ну, как, в принципе, и все остальное. Вот то, что было, да... видно, правда, только бегают эти троллейбусы и маршрутки Порошенко. Новенькие. Это есть, да. Ну, Петр Алексеевич, он, скажем так, развивает свой бизнес. Вот. Правда, я не знаю, сколько стоит сейчас современный троллейбус для Киева. Вот. Но это отдельная тема. А так, в целом,
изнашиваемость украинских железных дорог, это еще было сказано, господи, дай бог памяти, по-моему, я где-то на телеканалах украинских говорил, 87% изнашиваемость украинских железных дорог. Поезда в то время еще, в то время, ходили со скоростью там, ну, максимум 80 километров в час. А дальше больше локомотивы могут тянуть и больше скорость набирать. Но это чревато происшествиями, катастрофами. Поэтому говорить о том, что во время войны что-то может измениться в лучшую сторону, ну, послушайте. Это, наверное, такие благие намерения, конечно. Ничего лучше уж не будет. А тем более, если Российская Федерация продолжает уничтожать военную инфраструктуру и энергетическую. А сюда относится, впрочем, кстати, и вся транспортная инфраструктура Украины, в том числе и железнодорожная. Ну, в дальнейшем это, опять же, это коллапс государства, потому как все основные грузы, да, с запада на восток, с севера на юг, это по железной дороге происходит. А если железная дорога встанет, а она уже в некоторых частях Украины стоит, то о дальнейшем каком-то улучшении ситуации не приходится говорить. Я вообще поражаюсь тому еще, как люди, да, вот в этой обстановке не боятся садиться вот в эти поезда. Ну, понятное дело, нужда заставляет, нужно куда-то ехать, разные у людей есть проблемы. Но сев вот в эту электричку или поезд, ведь, как говорится, не равен час прилетит. Либо в само железнодорожное полотно, да, или там в железнодорожный узел какой-то, либо в сам состав. Сейчас, в принципе, куда-либо перемещаться, мне тоже говорят вот из Украины, в частности из Киева, мои знакомые переехали такие жить в село на Западную Украину. Ну, там их родители живут. То, как они ехали по трассе Киев-Чоп, ну, это отдельный рассказ. Очень, говорит, страшно. Какие-то люди выходят вооруженные из леса. Вот представьте, они едут с 2 детьми в машине. Тормозят машину, проверяют документы, не представляются. Вот. Это одна из вот тех причин, да, по которым украинские граждане живут в постоянном стрессе. И здесь дело не только в этих обстрелах, да, а в том, как накалено само украинское общество. Я уже не беру вот эти самые, то же самое эти ТЦК, которые также разбросаны по всем трассам. На каждом блокпосту стоят представители ТЦК. Проверяют все автобусы, все автомобили. Вытаскивают оттуда, понимаете, людей. Ну, смотрите, нам же показали, что ну такая норма жизни. Вон даже Анджелина Джоли и та побывала в Украине, и то столкнулась с этим. И это все активно Вообще я заметил, вот очень важно демонстрировать картинку. И ничего, такой себе здоровый вполне, говорит, все хорошо, выходит этот охранник, у него минута славы, о нем никто не знал. Вообще никто бы не узнал, Юрий Анатольевич. Это точно. Простой пацан такой, да? Самбист какой-то, чемпион. Уже 4-й год войны, а у него все хорошо. Другое дело, как он вышел на Джоли устраиваться на работу. Вот это другой вопрос. Понимаете, тут тоже такой момент. Простой такой себе. Говорит, все, я пойду служить, я буду служить. Это говорят те люди, которые прекрасно понимают, что служить они не будут или будут числиться, ну только числиться. И у которых попа в тепле, будем так говорить. Да. И где-то в тылу они там напишут, конечно, что проводят а и потом еще зарплату им поднимут, и можно и контракт подписывать, что нет. Нормально будут жить. А вот этих, это как с картинкой, которую вы в начале привели нашего разговора, что награждают вот одних, и ты смотришь, какие красивые военные, здоровенные, да, а в плену, когда смотришь совершенно на других украинских военных, да, даже другой статуры. И, кстати, их не награждают. Вот что интересно.
Ну, хоть я копаюсь в голове, да, вот думаю, ну, хотя бы какой-то, скажем, просто генерал. Неважно, какая его фамилия. Там, Почему? Не, награждают, собирают, а потом лупят по полигону. Вон сегодня командиру Нет, так вручили... награждать надо где? Ну, где-то в подземке какой-то, где-то можно в каком-то блиндаже, а не строить личный состав, целую бригаду, да, и таким образом награждать. Ну, это вот еще раз подчеркивает дилетантизм этого украинского командования. Вот, россиян тоже награждают. Но вы заметили, где там награждают? Ну, Там было, награждают как раз в каких-то подземных укрытиях. было буквально там пару прилетов за всю войну, что мы обсуждали, что были какие-то попадания, да, и Да, после да, этого... да, да. Но После в основном, этого еще раз говорю, тех военнослужащих, которые находятся на передовой, в той вот форме грязной, с этими исхудавшими, небритыми лицами, я ни разу не видел, чтобы этих солдат за героизм награждали. Они уже даже своим присутствием, самим присутствием, да, на фронте, они уже оправдывают слово героизм, проявляя свои какие-то просто такие мужские качества. Мне совершенно не важно, отбивают они атаки русских или нет. Но их никто о них об этом не думает. Где бы их наградить, где бы их поощрить, где бы им какую-то лишнюю пайку еды отправить. А все идет к тому, что все те, которые на камеры хорошо выглядят, вот, которые фотогеничны, вот, их можно награждать. Вот такая вот позиция украинской власти. Они же не могут показать всему мировому сообществу, какие несчастные находятся в окопах солдаты украинской армии. Да, нельзя. Нельзя. Денег не дадут. Да. Вы знаете, по поводу этого всего очень красноречивым образом выглядят два таких эпизода. Нам же как, рисуют какие-то образы. Сегодня вот разошлось, что на столе у Буданова фигурка Трампа стоит. А? Представляете? У Буданова на столе, ну, такая подарочная сувенирная история, то есть там в кепочке мага Трамп стоит. А точно что-то это значит. У Залужного на стене за спиной, как у меня сейчас икона Святой Троицы, Бандера висел. Ну и что? Кому что? Кому Трамп, кому Бандера. Кому Трамп, кому Бандера, это да. Вы знаете, сегодня же день, Международный день КВН, и многие по случаю... Вы на что намекаете? По случаю многие вспоминают, ну вообще вспоминают, да? КВНщика Зеленского, успешного артиста, актера и так далее. Да-да. И откопали материалы РБК 2019 года под президентскую кампанию. На самом деле, ну, это легко найти в интернете, это не надо семи пядей во лбу быть. Комсомолка украинское, отделение «Комсомольской правды» в рубрике «Шоу-бизнес» по случаю юбилея в 2013 году, 25 января, юбилея Зеленского, выкатили этот самый материал. Пришли к нему домой и взяли интервью у его мамы Риммы. Она показывала медали КВНовские, она рассказывала душещипательную историю там, о том, как с кем дружил, какую школу ходил, про Ленку рассказывала, ну, жену Зеленского, как они познакомились. Да. Интересно вот так просто вспомнить, освежить. Уже сколько лет прошло, слушайте, 12, да? Даже больше уже, там скоро будет 13. И вот там она говорит, прямая речь ее, что в детстве Зеленский очень любил играть с мясорубкой. Это да, я слышал об этом. Советской, да. Обычной мясорубкой. Вообще, конечно, как вы говорите, знаки и символы... Тоже символизм такой своего рода, да? Знаки и символы. Но на самом деле советская мясорубка – это была вещь. Советская мясорубка, ты ее не сломаешь. Долговечная. Ты ее не сломаешь, ты ее ничего с ним... Ну там надо только разобрать и выбросить какие-то детали. Тогда она не будет функционировать. Вам не кажется, что и войну ведет, и страной руководит Зеленский так, как будто играет с советской мясорубкой? Очень, очень правильно подмечено с вашей стороны. Я еще вспомнил, Саша, интервью одной из его учительниц, которое она давала украинским журналистам, подчеркиваю, где она сказала, что Володя с младших классов очень любил деньги, очень был предприимчивым мальчиком. Понимаете? Вот это тоже своего рода
определенная черта характера человека, который впоследствии в 40-летнем возрасте превратился в полноценного диктатора, рвача такого. Вот. Что самое тоже для меня, иной раз так размышляешь, вспоминая опять же его КВН-очное прошлое, ну пускай бы ты был хорошим артистом, да? Я понимаю, что до голливудских высот тебе бы не дойти на артистическом поприще. Там вообще не любят, значит, за редким исключением, актеров славян. За очень редким исключением. Вот, можно даже на пальцах одной руки сказать, вспомнить о тех, кто добился своим талантом признания в Голливуде среди славянского мира. Но быть на просторах СНГ ведущим актером вполне вероятно. Зеленский смог бы. Даже вот этот злополучный его фильмец, который был пущен перед самыми выборами, хороший пиар-ход, очень хороший. Вот. Даже он, этот фильмец, был очень популярным. Вот. О нем только лишь ленивый не говорил, да? Про этого Голобородьку. Какой же благородный человек, все говорили, да? Как он с этими УЗИ в Верховной Раде расправился с депутатами. Ну, в принципе, он с Верховной Радой и так расправился. Правда, без пулеметных и автоматных очередей. Вот. Но сейчас, в принципе, еще раз говорю, вся полнота власти по вертикали и по горизонтали, вся в одних руках. В руках Владимира Зеленского. Поэтому КВН-очное прошлое, да, вот оно о многом символизировало и школьное его прошлое. Но, к сожалению, это не принесло радости, как многие ожидали, из 70% проголосовавших за Володю Зеленского, радости это им в дальнейшем не принесло, а принесло лишь только горе, к сожалению. Юрий Дудкин был моим собеседником сегодня. Спасибо большое за время и мысли. Всего вам доброго, всего хорошего. Друзья, берегите себя, добра и света. Как бы это с толикой издевки не звучало, ввиду этих отключений, ввиду ударов по энергетике, все-таки самый главный свет на душе. Берегите его и друг друга. До скорого.